идем потихонечку домой. Наш папа уже все купил. Папа и Миша едут на своих велосипедах, а я тут потихонечку их догоняю. Не, Олег, пускай там. Иди, Олег, садись на тот велик, а Миша. Не, я на эту, мне нравится. На пляж, на набережную выехали. Тут такая волна разыгралась. Мы когда тут были, сколько, час назад или меньше даже, такой не было волны сильной. Сейчас прям ого-го, прям круть. Пойдем пешком, перейдем через мост, а с моста уже поедем. Да. Мы сейчас едем, я на велосипеде, а Олег на багажнике, на беговеле. Он сидит, ноги свесил и ногами отталкивается от земли. И получается быстро. Единственное, ты ногами не бьешься вот об этот вот, об педальку, об этот. Нет, нет. Ты молодец как. А я педали кручу на велосипеде. Едем вообще быстрее, чем Миша нам за нами гнаться не успевает. Все, пойдем. Ой, базар уже здесь с утра, торговля, хурма и так далее. Все чуть-чуть дороже, чем на рынке в Артембли. Но небольшая разница, да? Небольшая, да. Ну, единственное, что когда, конечно, все соберешь, то получится большая. Ходил в магазин, купил вот эти плошечки. Мамы одна нашей разбилась. Стоят они 3,95. Вот эти плошечки для специй, которые мама использует. Постоянно ей не хватает. Теперь у нее еще 3 новых появилось плошечки. По 3,95. Вот эта жижа для мытья полов. Покупали мы ее в Биме. Стоит она 6,90. Эта жижа стоит. Вот эти макароны 9,90 стоят. Такие красивые. Тольятелли. Ну, типа лапша какая-то этими гнездами. Так, майонезы. Майонез Кальве и майонез Хайнц. Я купил 2 тюбика. Сейчас посмотрю, почем они у нас обошлись. 17, Да. Хайнц 17,45, а Кальве 16,95. Это 400 грамм, это 350. Тут написано даже в чеке. И вот этот Доместос большой, 1,85 литра. И стоит он 18,50. Вот этот большой Доместос. Ну и воду купили. Лиру 25 пить захотелось детям. Вот такие покупки в процессе нашего забега по Биму и Мигрусу. Ну что, друзья, день 4. Мы пока стойкие. И гуляем. Криса. Сегодня пораньше пошли. Время 6 часов. Hello. Нет слов, одни эмоции. Человек пьет чай в 11 часу. 11? Да, уже почти. Кислый был чай муж сделал. Да, молодец какой. С лимоном, мятой. Мята и лимон. А лимон я выжил весь, я прям такого. Вот Что-то я замерзла. В этой Турции 10 ноября мне стало холодно. Нет, что-то я заболеваю, у меня глаза горят. Ой. Руки не слушаются. Да. Вот. Мне муж стену утеплил. Обил подушками. Чай принес. Такой полный, что он теперь выливается во все стороны. Ну, придется еще тряпочку принести и вытереть. Ой, кислый какой. Замечательно, да? Супер. Супер. Ну, тогда пардон. Пардон. Почему Нет, пардон? пардон говорят. здесь. Пардон? Да. Пардон. Пардон. Пардон по-французски, а по-турецки пардон. В общем, папа у нас молодец. Детей натравил анекдотами на ночь глядя. Они там угорали, ржали. Просто у меня слегка болит голова. Вот, я тут лежала, все это слушала, и не было возможности у меня физической встать, все это вам снять. Они там оборжались, теперь легли спать. Теперь он...
Потом Алексей выходит такой, я говорю, теперь мне будешь анекдоты рассказывать? Он говорит, нет. Это сразу вспомнилась реклама. Папа, короче, сына кормит, маленького младенца. А вот и что-то там рассказывает стихи или что он там ему рассказывает, сказку какую-то рассказывает и кормит, короче. А жена такая, а мне, говорит, ты стихи не рассказываешь. А муж отвечает, а ты и сама хорошо кушаешь. Я говорю, мне тоже будешь анекдот рассказывать. Нет, говорит, ну видите, мне вот принес фрукты, чай, утеплил стену, отпаивает. Будь здорова. Спасибо. Всем доброе утро. Алексей, доброе утро. Зрители, доброе утро. У меня уже будущее чимчи отквасилось. Наверное, сегодня буду заправлять его. Я вытащила фарш в замороженном виде. Сейчас буду его варить. Будем снимать мукбанг с семи. Вы очень любите на мукбанге смотреть с семи. Помой, пожалуйста, листья салата. Миша занимается. Миша, привет. Привет. Олег тоже занимается. Олег, доброе утро. Доброе утро. У нас превосходнейшая погода. Жаркая очень. Несмотря на то, что 11 ноября на момент съемки, окна все закрыты, но светит палящее, прям яркое, жаркое солнце. Вот. Все равно на улице уже глубокая-глубокая осень. Скоро зима, друзья мои. Буквально осталось-то. Но ребятки еще ходят на море. Сегодня, наверное, пойдут. На море, правда, волны прямо отсюда вижу из дома. Но, тем не менее... Когда светит яркое, жаркое, палящее солнце, на море они ходят, с удовольствием купаются. Температура воды примерно такая же, как температура воздуха, чуть-чуть, может быть, на 1 градус повыше. Яндекс показывает 25 градусов температура воды, 24 градуса температура воздуха. Но когда нет ветра, очень даже комфортно. Я пару дней назад ходила тоже на море. Очень даже комфортно. Классно, здорово. В общем, скоро зима, а мы еще купаемся в море. Собственно, то, о чем мы и мечтали с семьей. Вот, Алексей что-то там намывает, чайник намывает. Вот, а я буду сейчас варить соус для семи. А мы едем за туманом. За туманом и за запахом тайги. Короче, катаемся на великах. Привет! Вон Миша там сзади. Тут я. Вон там с моря видно морюшка. Ты каталкись, давай. А мы едем не просто по набережной, мы еще и в магаз едем. О, это мака. Чуть не собак. Вот. Сейчас немножко снимем, какое тут море сегодня у нас. Пауза. Да, волнующийся. Сегодня какой-то холодный ветер такой. Такая куча народу навстречу идет. Холодный такой ветер. И мы сегодня даже на море не пошли. И гулять мы тоже так особо не хотели сегодня. Мы только вот сейчас вышли. Ой! Нормально. Вышли, и то надо нам погулять немножко и в магазин зайти. Это народ гуляющий, прогуливающийся. Как-то так вот сегодня море. В принципе, нормальное море. Чуть-чуть волнуется, самая малость. Единственное, что, как ты говорил, это холодный ветер. Ветер холодный. Хотя вон двое в трусах пытаются подраться с морем. Могу предположить, что бодрячок какой-то схватили. Ладно, мы уже подъезжаем к мосту, сейчас надо быть внимательным. Последний раз с него Миша уронил в речку замок от велосипеда. Мы теперь его пристегиваем к велику. Раньше он просто в корзинке лежал, а сейчас пристегнутый лежит. Вот. Михаил гоняла. Ой. Так, притормаживаем. Тут какие-то опять товары всякие по акции продаются, матрасы складные,
Шапки вязаные по 15 лир. Вот тут. Рукавицы. Чувяки теплые, смотри какие, по 30-ке, 29,95. Теплые тапочки модные какие-то. Рукавички за 19,95. О, смотри, где оливье. Оливье. Понятно. Такая. Открываешь, кладешь овощи. Столы раскладные. Что еще интересного здесь? Подставка для... О, такая соковыжималка, как у нас осталась. У нас такая есть, мы в Болгарии покупали, И здесь а здесь осталась от старой хозяйки нашей квартиры. Да, кстати, а вот ключи. Чайник электрический, 169. Ключи. Что еще здесь интересного? Молоко 5,75. Да, безлактозное молоко. Потому что лактозное стоит дешевле. Мука двушка 12,45. Давайте пятерку посчитаем, если такую муку покупать. Наверное, все равно дешевле получается, пятерку покупать надо. Ладно, сейчас пойдем. Все, в принципе, глянули. Арку. Видите, всякие арку. А, вот Штучки. такая вот прям в России есть, и такая тоже. Ага. Ну, такая даже здесь есть. Я такой покупал гель для бритья. Вот я таким бреюсь. Пойдем? Да, пойдем. А, вот еще, постой, Миша. Там клавиатуры, мышки. Мышки, уши. Где? Роутер Xiaomi, смотри, Wi-Fi роутер. Я не вижу. Вот он в углу вверху. О, наушники у меня. Ну, твои круче, твои беспроводные, а это проводные сюда. О, мужские и женские эти 14 лир. Папа, это наушники с этим. 14 лир. Миша, дай я договорю, пожалуйста. С 13 по 16 число будут клир. Наша мама такой шампунь любит, и Олегу покупает тоже. Он хороший. Так, погоди, что еще? Остальное все посмотрели. Все, пойдем. Ладно, не замерзнем. Пожарка катается, да? Да, пожарка такая. Куда там мчится? Налево. Ага, не к нам, окей. Все, мы пошли в магаз. Олег у нас за сторожа велосипедов. Тут еще шука-крем дешевая по 18 лир. Большая. Вместо 25 лир. Чипсы, шмипсы и так далее. Ладно, вытряхаемся. Пойдем в следующий магазин. Какие-то мармелады. Я остановился, думал, это написано мармелады из этого, из шиповника. Шиповник же нарисован. Или боярышник. Что-то, наверное, полезное-располезное. 14,50 стоит. Папа, давай на скидку купим. Клубничная, вишневая. Вишневая. Не вижу малинового варенья. Идем. Пойдем. Мы идем за мукой. Мука там. Короче, мука везде подорожала. Здесь мука 25,50. Тоже, как и в Мигросе, как и в Шопе. Цена одинаковая, но сейчас пойдем в Мигрос брать, потому что в Мигросе мука проверенная, и мама наша лучше всех о ней отзывает. Так что нам предстоит еще сходить в Мигрос. Это через дорогу буквально. Пойдем, закончим прогулку по этому магазину. Миша, рюкзаки продаются, прям туристические. Какой-то прикольный какой-то рюкзак. Ходыч свалилась. Так, а в этой стране ничего надо посмотреть. В прошлый раз мы пробежали, что-то я без внимания. Опа. Вот раз купили такой мячик, он одноразовый оказался. На следующий день он был уже в помойке. Не, через неделю 3. О, вот опять. И 3. Какие 3? 1,5 дня они. Он был. Мы пришли за этим самым уже, за вот в этот отдел мы пришли. Колбаски, ладно, сейчас будем искать то, что нам нужно. Короче, хотели брать колбаску, а она маленькой фасовки. А, небольшой, 300-граммовая. А это 9,90, это 200 грамм. По идее, это выгоднее брать 200-граммовую, чем 300-граммовую. Не закончилось подсолнечное масло, но я уже поглядываю на ценники, и оно тоже подорожало. Вот 79,90 самое дешевое, но оно, по-моему, я не пойму, как будто оно чуть-чуть другое. Хотя нет, sunflower.
NG. 79,90 самое дешевое масло 5-литровое. Я брал за 62,50. Наверное, возьму все равно. Или подождем акцию. Ладно. Пойдем дальше. Мама готовит пиццу. Мама готовит пиццу в промышленных масштабах. Одна в духовке, одна готовая. Одна вот сейчас уже последняя готовится к полету в духовку. А где еще одна, уже угостили соседей. Да. Все здесь у нас подчинено готовке пиццы. Везде здесь у нас нарезаны луки, помидоры. Надо куда-то убрать, да, какие-то тарелочки? Да, все, финиш. Я заканчиваю. Этот лук. Всем привет еще раз. Я иду к соседям с пиццей. Пицца, короче, когда готовилась, не дошла до своего адресата. Кстати, как вам моя жилетка? Папа и Рай подарил. Не дошла до адресата, и теперь я иду с новой порцией пиццы, но, к сожалению, теперь ее пришлось в микроволновке разогреть. Такие у нас дела. Лягушки-путешественники продолжают путешествовать. Сегодня я поеду в Адану. Сейчас раннее утро, что-то 8 начало. А нет, уже полдевятого. Достаточно прохладно, в курточке. Друг наш турецкий договорился, что меня заберет маршрутка какая-то особенная. Прям до Аданы, до нужного места. У нас опять сдох телефон, но он у нас еще на гарантии. В Адане, в сервисном центре. Я с собой взял этот телефон, всякие визитку и прочее. Она сейчас должна приехать вот к соседнему комплексу. Маршрутка 8:45. Я вышел минут на 5-10 пораньше. Что будет интересно, покажу. Когда я не обращал внимания, гоняются пылесосы здесь. Иногда поливалки, они же. Вот он проехал пылесос, подметает край дороги, скажем так. Наводит порядок. Кстати, вот говорю, зимы нету, осени нету, да. А вот сейчас, обратите внимание, листочки вот на деревьях тут какие-то пожухлые стали. И вон там вдалеке пальмы стоят, у них нижняя часть стала желтая. И вот ближайшие тоже пальмы такие же. А так, в принципе, остальное, много чего зелененького продолжает оставаться. А это клен, кстати, стоит. Вот ближайшие деревья, крайние, это клены. Какое-то время стою, пока никак не подъедет моя маршрутка. Какая-то небольшая должна быть машинка. 8 мест, что ли, 8 пассажиров он берет. Жду. Классная машинка. Многоместная. Пока никого нет, я первый. Поехали в сторону Мерсина-Аданы. Пока только я и водитель. Уже приехали в Адану. Уже въехали. Едем до места. Кстати, вдоль железной дороги едем. Тут станции какие-то есть. Видно, не одна их тут по Адане. Прям крайне ее едем почти до конца. Сейчас буду ехать. Тоже дома разные, знаете, видите. Большие, красивые, старые. Как везде. Этот мост мы помним, красивый такой, весь зеленый. Классно сделал. Мостом все вот в зелени. Железная дорога сейчас наверх ушла. А мы вдоль нее едем, но ниже. Классно.
зелень, видите.